Мы тоже, как фракция ЛДПР, с удовольствием поддержим. Что здесь мы видим только положительное. И, наверное, вот вообще в создании таможенного союза и увеличении его численности, или в данном случае вот Евразиатский союз, у нас так много союзов, но тем не менее все это в рамках нашего комитета по делам СНГ и соотечественников. И, конечно, здесь комитет хорошо поработал, но есть и большой личный вклад председателя комитета Слуцкого Леонида Эдуардовича. Я это наблюдал сам уже много лет, когда он еще и не был председателем комитета. У него есть очень хорошая такая вот хватка в международных делах, у него хорошие личные отношения, это имеет значение. Потому что Кавказ или Средняя Азия, там максимальную роль играют личные отношения. Если наш представитель, как говорится, вхож в дом, как гость и неоднократно, то многие дела решаются быстрее. И вот такими способностями он обладает. Я уверен, если бы он бы возглавил международный комитет, у нас было бы больше успехов и с западными странами. А если бы он в МИДе работал бы, то, может быть, не было бы этого провала на Украине. Вот. Поэтому личные качества имеют очень большое значение. Как мы помним, успехи внешней политики США, когда Киссинджер был госсекретарем, и полный провал, когда Хиллари Клинтон или сегодня Джон Керри. Личность тоже играет роли и на Западе. Мы видим канцлер Шрёдер и канцлер Ангела Меркель. Поэтому вхождение Армении, ратификация договора, это очень тяжелая ситуация на Кавказе. Мы там много воевали. Я тоже говорю в какой-то степени как специалист, я там служил. Из вас никто на Кавказе не служил. Может быть, кто-то жил, но на Северном Кавказе. А Южный Кавказ, я не вижу здесь выходцев с Южного Кавказа. Ни одного грузина, армянина, так сказать, или азербайджанца. Я служил в штабе ЗАКВО, в политическом управлении, в 7-м отделе. Вы вообще понятия не имеете, что такое 7-е управление Генерального штаба Советской армии. Поэтому это тоже нужно иметь знания. К сожалению, ликвидировали 7-е управление. И теперь дымят все наши страны СНГ. Те, кто ими занимался, их убрали. А кто пришел, понятия не имеют, что такое Кавказ. Один чудак из ЦК КПСС приехал, когда было землетрясение там, или событие в Карабахе, и говорит: что вы тут спорите, армяне и азербайджанцы? Вы же мусульмане. Он даже не знает, что это совершенно разные народы, разная религия. Поэтому надо это понимать. Это тоже имеет значение. Вот здесь комитет сегодня работает хорошо. Единственный комитет, в отношении которого не могу никакой критики найти, ничего критического. Заседает оперативно, везде они выезжают, все готовят, делегации, договора. Так что можно работать хорошо, можно, Лариса Васильевна. Можно и комитеты проводить в неделю, когда у нас по графику комитеты. Я проверил эту неделю работы в комитетах. 32 комитета. Заседали только 8. 25%. 75 не заседали. Подкомитеты это не комитет. Нет, не спорьте. У нас работают комитеты, в нашем регламенте нет подкомитетов. Это внутри комитета можете 100 подкомитетов делать. Это уже не комитет. Поэтому спорить не надо. Поэтому я из чего исхожу? Что вот комитет по делам СНГ, он как раз и работает. А главное уметь работать, быстро принимать документы, иметь хорошую аналитику. Все это зависит от аппарата. Аппарат формирует председатель комитета. Поэтому надо, видимо, нашему комитету по регламенту дать портрет председателей комитетов и показать их деловые качества. Кто из них соответствует должности и, может быть, какой-то опыт передавать, какую-то учебу внутреннюю проводить, чтобы можно было видеть, как достичь успеха в тех же условиях, в тех же помещениях, но при другой организации труда, при другом подходе, со знанием иметь больше информации, больше опыта иметь в такой вот жизни. Как я уже сказал про Кавказ,
все наши ошибки, потому что ставят не специалистов. Кавказом занимаются не кавказоведы, Западом занимаются специалисты по газу. Покойный посол. Газ, причем есть газ. Вот видите, полыхает Украина. А с газом проблемы не решены. А Украина полыхает, потому что все послы ничего не соображают в делах Украины. То же самое по Белоруссии. Нет ни одного специалиста там по славянам. Это проблема. По Турции большинство послов языка не знают даже. Как ты посол в стране, ты языка ее не знаешь. И это проблема. Кадровая проблема. Это ошибки, которые наши профильные комитеты должны влиять. Но не влияют у нас. Автоматически утверждают посла. Ни одного посла не зарубили. Не все послы соответствовали данным, чтобы там работать. Но ни разу за 20 лет Международный комитет не остановил. Так, техническая процедура. Пришел, обсудили и дали добро. Поэтому деловые качества должны быть. Вот такие деловые качества есть у представителей ЛДПР, когда они возглавляют свои комитеты. В данном случае вот Леонид Эдуардович, мне бы хотелось, чтобы там наверху заметили его хорошую работу. Надо определять вот по результатам. И положительные результаты. Вот уже 4 страны у нас. На подходе еще ряд стран. А ускорительным процессом здесь могут быть именно люди, которые хорошо разбираются в состоянии установить контакт. Так сказать. Вот Лариса Васильевна, она больше отрицательную роль играет. Она разрушает контакты. Она мне мешает выступать постоянно. А ей бы вот помогать бы мне. А у нее не получается. И она не виновата. Ей лучше быть тещей злой, чтобы до повешения довести своего зятя. Великолепная теща. 100%. Зять повесится обязательно. 2 дня придет теща и повесился. И зятя нет. Это тип женщины, я вас знаю. У меня тоже было, так сказать, родственники. Я видел, все они живы, наши тещи. А все тести лежат в могиле.